Сегодня утром Центральный суд принял решение, помимо ареста Алексея Панина, проверить актера и на психическую вменяемость. Стали известны новые подробности шокирующих преступлений Алексея Панина. Несколько дней назад вся российская общественность была шокирована поступками известного артиста. Дочь Алексея Панина написала заявление в полицию на своего отца, в котором заявила, что Алексей Панин совершил тяжкое преступление по отношению к ней. Более того, как стало известно из показаний дочери Алексея Панина, данные деяния совершались на постоянной основе в течение целого года, по 2-3 раза в день. Однако только вчера вечером стало известно, что Алексею Панину может грозить еще одно наказание за неадекватное поведение к животным. В последнее время Алексей Панин вместе с дочерью проживал то в Испании, то в Соединенных Штатах Америки, и несколько дней назад директора фермерских хозяйств также обратились в полицию и написали заявление на известного артиста. С помощью показаний дочери Алексея Панина и директоров фермерских хозяйств удалось узнать подробности преступлений Алексея Панина. По словам близких, коллег и друзей актера, Алексей Панин обладает колоссальным мужским здоровьем, и в скором времени ему стало не хватать общения с дочерью, и он переключился на крупный мелкий рогатый скот и домашних животных. Исходя из показаний дочери Алексея Панина, следующими жертвами артиста стали домашняя кошка по имени Муся, собака Чарли и 2 кролика западносибирской породы, которые также проживали в квартире артиста. Однако, по словам дочери Алексея Панина, вскоре после общения с артистом милые домашние животные стали очень агрессивными и перестали подпускать к себе известного артиста. Любителю острых ощущений Алексею Панину ничего не оставалось, как искать новые приключения, и тогда он заинтересовался мелким и крупным рогатым скотом. Хозяин фермерского хозяйства Соединенных Штатов Америки, американец мексиканского происхождения Джонни Марос, рассказал о весьма странном поведении актера Алексея Панина. По словам фермера, несколько недель назад Алексей Панин обратился к нему с весьма необычной просьбой. Артист попросил разрешения пропустить его на территорию хозяйства. Якобы он хочет снять видео с домашними животными и пообщаться с ними. Владелец фермерского хозяйства не заподозрил ничего плохого и за небольшую плату дал свое согласие, после чего Алексей Панин почти каждый день стал посещать крупный и мелкий рогатый скот. Но спустя какое-то время фермер Джонни Марос заподозрил что-то неладное. Ранее добрые и ласковые животные стали очень агрессивными по отношению к человеку и стали вести себя неадекватно. Тогда он устроил тайную слежку за Алексеем Паниным и установил видеокамеры. Увиденное шокировало не только фермера, но и сотрудников полиции. Теперь Алексею Панину вряд ли удастся поднять свою репутацию. Как оказалось, жертвами энергии Алексея Панина стали 3 ягнят, 4 коровки, 3 свинюшки и даже 2 петуха. Однако наиболее сильно Алексей Панин привязался к миловидной корове по имени Жизель, которую посещал чаще других. Известный актер тщательно готовился к свиданию с коровой. Он приходил на свидание Жизель в костюме и со свадебной фатой, а также с вкусным угощением, среди которых были конфеты, мягкая карамель, блинчики с мясом и даже торт. Алексей Панин вначале подкармливал коровку и приучал ее к себе. В момент преступления Алексей Панин одевал на корову свадебную фату, а в рот запихивал кусок торта, чтобы она не мычала и не звала хозяев. Раскрыть преступление Алексея Панина удалось с помощью видеокамер, а также записи камеры Алексея Панина. Все свои преступления он снимал. Однако в конце Алексей Панин все-таки получил серьезную травму. В один из последних приходов Алексея Панина к корове Жизель
коровка взбунтовалась и нанесла Алексею Панину серьезную травму. Так фермеру хозяйства удалось найти преступника. Алексею Панину грозит серьезное уголовное наказание.